начале отношений пограничная личность, она очень яркая, она харизматичная, она пленит, она зажигает, она будоражит, она в тебе может увидеть то, что другие никогда не замечали. Просто кайф какой-то. Она думает о партнере, она желает предугадать его желания, она это умеет, у нее это мастерски получается. Но только она это делает манипулятивно. Это манок, это на, я для тебя на, я для тебя на. Учись, как я делаю. Видишь, как я делаю? Делай так же. Вот в чем незрелость отношений, вот в чем незрелость ее заботы. Я всегда говорю пограничной личности: ты пойми, что никто не понял, что это сделка. Он говорит, я написала ему, что он мне нравится или что я его люблю, а он мне ничего не ответил. И я говорю, правильно, потому что ты не написала ему, что ты его любишь, а ты этим сообщением спросила его, ты меня любишь? Кать, давай поговорим про то, как проявляется, как ведет себя, так, что чувствует пограничная личность в отношениях с партнером, с романтические отношения, любовные. Вот как Самый интересный вопрос, конечно же. И он многих интересует. Он многих интересует, наших подписчиков. Именно с этой проблемой приходят как сами пограничные клиенты, так и их вторые половинки. Эта динамика, она очень яркая. То есть вообще характер наилучшим образом раскрывается в межличностных романтических отношениях. Меньше он раскрывается в дружеских отношениях, там, в профессиональных отношениях, потому что меньше люди проводят время вместе. А вот в романтических отношениях, в любовных, в семейных, это прям максимум проявляет себя личность. Первое, что хочется сказать, существует несколько этапов отношений. Это для всех отношений. Романтический этап, это конфетно-букетный период. Затем, скажем так, само тело отношений, середина отношений. И какая-то уже либо окончательная стадия происходит, когда рвутся отношения, либо это стадия, как бы я сказала, когда люди уже пережили какие-то страсти, притирки и выходят на какое-то плато, можно сказать, да, какой-то, потому что женатые люди со мной согласятся, если они не живут с пограничной личностью, то на это плато они знают, когда они вышли, когда, в принципе, плюс-минус все понятно, и эта стабильность их устраивает. Это не надо путать со скукой, с безразличием. Это просто такие уже простроенные, понятные шаги, динамика, планы. Пограничная личность не знает такого плато, да. В этом ее отличие. Давайте посмотрим, что происходит в начале отношений. В начале отношений пограничная личность. Давайте я буду говорить о женщине. Мне проще будет через женщину зайти. В начале отношений пограничная личность, она очень яркая, она харизматичная, она пленит, она зажигает, она будоражит. Ты рядом с ней чувствуешь, что у нее очень много энергии. Она такая чувственно-реактивная на тебя. Она в тебе может увидеть то, что другие никогда не замечали. Тебе очень нравится это состояние. Тебе нравится, когда к тебе столько внимания, когда в тебе рассматривают такие твои тонкости, которые ты раньше сам, возможно, внутри себя не замечал. И она это видит все исключительно через знак плюс. Исключительно через знак плюс, в этом ее проблема для нее самой. Потому что когда она начинает достраивать образ, и он перестает быть таким идеальным, ее ждет, конечно же, неминуемо разочарование. Ее проблема в том, что она никак не может видеть как есть. Она, скажем так, жертва собственной идеализации. Почему у нее так происходит? Да, мы понимаем, что идеализация – это психологическая защита. Да. Хотите, как я говорю, жизненная стратегия. То есть это не просто
само собой получилось. Нет. Это твоя психика для чего-то пользуется розовыми очками. Мгм. Зачем это нужно? Как ты думаешь, кстати, давай И порассуждаем. тут у меня еще тоже вопрос, Давай. я его сейчас задам, и дальше Да. порассуждаем. Но в целом любые отношения на первой стадии характеризуются Правильно. идеализацией Есть партнера, да? амплитуда А другая. у пограничной она выкручена на максимум, Да. получается, Вот эта давай идеализация. представим, что идеализация — это такой хороший романтический социальный клей. Да. Он в целом в любовных отношениях это романтический клей, да, в любых других отношениях просто такой социальный клей. Ну, то есть он способствует тому, чтобы в целом люди начали общаться, Да. притягиваться друг к другу, Да, чтобы их создавали влекло, пары, да, союзы, создавали. Да. коллаборации. А если сразу видеть вот все как есть, то как бы, ну, и Тяжеловато, да? не факт, что как бы интерес Тут одна моя возникнет. клиентка сказала: вы знаете, я ничего не испытываю в начале отношений, кроме понимания того, что у меня появятся новые обязанности и ограничения. И я говорю, скорее всего, ваше начало отношений не сопровождается эндорфиновым Да. повышением, дофаминовым повышением, то есть у вас не включается. Да. Ну, мы там выяснили, что она немного инкапсулирована, то есть у нее Мгм. немножко либидинальный откат произошел, поэтому в силу детства, и она не чувствует возбуждения на партнера, она не чувствует к нему влечения. Мгм. То есть, возвращаясь к пограничной личности, у нее яркое влечение, она много чувствует к партнеру, она улетает в своем кайфе от партнера. Это у нее вот такое максимальное, да, вот Да, интенсивно очень. интенсивное проявляется за счет ее такого богатого эмоционально-чувствительного Да. уровня, или еще у меня такой вариант, что это за счет эмоционального и за счет экстравертированного как бы такого Да, ты настроя. права. Ну вот поэтому идеализация. Смотри, это сейчас вот твой вопрос помогает ответить на мой вопрос, зачем идеализация, зачем эта психологическая Да. защита. На самом деле ей очень хочется доформироваться, пройти те этапы, которые она не смогла пройти в раннем детстве. Да. По большому счету у нее было, и у нее забрали детство, забрали. То есть она не побыла ребенком, этого бытия она не знала. У нее ограничения, обязанности и страх проявляться, страх быть собой, страх формироваться, страх познавать себя, страх становиться, да. И Да. получается, что она бессознательно нуждается очень сильно в опекуне, в некой родительской фигуре, рядом с которой она сможет пройти те стадии, которые когда-то были утрачены. Да. Для этого она сильно экстравертируется, Да. и в ее сознании осталась идея, что внешние объекты могут быть хорошими. У шизоида нет Да, этой да, да. идеи, поэтому он И не не ищет ищет, да. контакта. А у нее, она помнит, когда была мама хорошей, насколько это были теплые Мгм. прекрасные времена. Поэтому она ищет кого-то, кто бы стал заместителем матери, заместителем хорошей матери. И тут срабатывает психологическая защита, Да. что мне страшно разобраться, какой ты. Поэтому я лучше представлю себе, что ты потрясающий, самый что ты лучший. тот самый мой идеальный опекун, рядом с которым я буду отогреваться, потихонечку взрослеть, становиться более целостной. И то есть может быть такое, что представляет пограничная личность, что у партнера есть все, что ей нужно. То есть Да, додумывает, конечно. может быть, приписывает. Додумывает, докручивает. Это фантазия, которую она себе рисует. То есть она видит небольшие штрихи, Да. а она добавляет к ним все то, в чем она То есть она цепляется и нуждается. думает, что вау, вот это Да, вот все есть. то, в чем она нуждается, все то, что она так ценит. И ей кажется, что в этой личности есть вот это, вот Да. то, вот то. И поэтому ей очень сложно на начальном этапе не вылететь в эту идеализацию, да, то есть не вскочить в эту Это вообще идеализацию. очень сложно как-то контролировать, удерживать вообще этот Я процесс. научилась, да, я прям чувствую, что когда у меня врубается идеализация, Ага. главный совет, который я могу Да. дать, это просто не принимать решения, Мгм. пока ты в ней находишься. Дать себе время 3 какое-то. месяца. Это уже проверено. Пограничная личность примерно чувствует, что через 3 месяца эта Мгм. волна эйфории, фантазии, эндорфинов начнет сходить на нет. Ну вот примерно это 3 месяца. У кого-то там чуть дольше, чуть меньше. Да, а как ты думаешь, если мы говорим, что у пограничной личности идеализация, она гипертрофированная такая, да, на этом этапе, то у шизоидной, например, это будет более короткий период?
Я вообще-то или не в целом? согласна, что у него будет идеализация. Вообще может и не быть. Ты знаешь, шизоид, если начинает идеализировать какой-то объект, он хочет его поглотить. Он вообще с этого не соскочит. Он пока не получит и не сожрет, он не успокоится. То есть здесь у него, скорее всего, наоборот, могут включиться компенсаторные вещи, он еще больше может уйти в себя М, из-за страха поглотить Да-да-да, я понимаю. желанный объект, да? Да, То есть испугаться этого да-да-да, у желания них своего. разная, да, Мгм. динамика. Так вот, он будет избегать, он будет Да. отдаляться, он будет брать дистанцию. Так вот, значит, идеализация, да, что дальше происходит в отношениях? Мгм. Сначала это первый период, это конфетно-букетная идеализация. Затем начинает, причем пограничная личность ведет себя очень легко. То есть она легко подстраивается, легко на что-то соглашается, очень много вкладывает в начале отношений, очень много инициирует, потому что она приучена о ком-то Быть активной. заботиться, да, быть в активной жизненной позиции. Вот я представила просто, как это чувствуется партнером. Это же вообще просто кайф какой-то, да? Столько внимания, столько направленности. Смотря какой партнер. Если Мгм. мужчина соединен своей глубинной маскулинностью, то, Ага. скорее всего, его это насторожит. М. Ему покажется, что это какая-то слишком мощная Чрезмерно. лавина, что слишком много здесь женщина вносит в их отношения, и как будто бы она же не может позволить бытие, она не может позволить отношениям просто развиваться. Она, как правило, берет все в свои руки. Она начинает что-то инициировать, чем-то управлять. Ей Мгм. тяжело дождаться ответного Да. СМС. Она, скорее всего, напишет еще раз сама или соорудит такую Ситуацию, да. ситуацию, в которой она все-таки выдернет его на контакт, да, то есть очень яркая проявленность и такое мужчина, если он дорожит своей свободой, у него все, он не нуждается в Мгм. слиянии, он, скорее всего, сделает шаг назад, потому что он подумает, ё-моё, меня вербуют. То есть тут плюс-минус, тут меня прям засасывают куда-то, затягивают, забирают. Ну да, Да? будет ощущение, что слишком много Да, чего. как-то меня куда-то подгибают, подгоняют, да, то есть не дают мне рулить, не дают Да. мне быть первым, да. Женщина впереди паровоза бежит и говорит, вот сюда меня пригласи, вот тогда давай у нас будет свидание, да, то есть она как бы гипервключенная в Мгм. этот момент, да, Мгм. но это не значит, что она не феминна, это значит, что она это делает от заботы, нарочитая забота, нарочитое внимание, да. Мужчина, который, например, который как раз нуждается в опеке, у Да. которого недостаток активного «я», он такой немножечко, то есть он хотел бы, чтобы его взяли и поставили в отношения, да, потому что он сам, может быть, в чем-то не Нуждается, может, да. да. Ему это будет хорошо. Но именно эта история начнет раздражать пограничную личность, когда они войдут на На вторую второй этап. стадию отношений, потому что он в целом достаточно пассивен, Мгм. да? Мгм. Она-то на самом деле очаровывает кого? Она очаровывает не мужчину, она очаровывает опекуна. Да. Условно говоря, он предполагается, какая у него роль дальше, Ну, заместитель матери. активная, да, Да, что-то давать, что-то вкладывать. она как раз хотела бы, чтобы потом все то, что она сейчас сделала для Мгм. него, Он потом для в нее делал. итоге делал бы это он, да? Что в отношениях самое сложное? Самое сложное, что пограничная личность не умеет просить, она не умеет выражать свои желания, обозначать свои желания. Ей за это одновременно стыдно, одновременно у нее чувство вины, она боится быть эгоистичной, но при всем при этом она мощно на это претендует. И если она этого не получает, то тогда она очень начинает на партнера злиться, считать, что он ее не любит, он ее не хочет, он ей не дорожит. То есть там есть такой момент, что бессознательное желание, чтобы партнер был настолько проницательный, чтобы он угадывал все, в чем она нуждается. Это за счет ее чувствительности? Это за счет ее детства, в котором эти аспекты не были Ну, то есть это желание удовлетворены. скомпенсировать, да, чтобы все это Она получалось.
еще раз, она не может ничего Да. попросить, потому Да. что она находится на полюсе вины и стыда за свои желания. Мгм. Когда-то ее за это Всё, стыдили. поняла, да. И поэтому она хочет, не прося, получать. Получать. Потому что если я тебя об этом попрошу, во-первых, значит, ты Да. меня не любишь. Ты же сам, ну, ты же не догадался, значит, ты недостаточно внимателен. Да, значит, ты обо мне не думаешь, если ты мне это Мгм. не дал, да. То есть, грубо говоря, ну, вариант «хочешь цветы, попроси о них» для нее вообще невыносим. То есть, что значит «попроси»? Это как будто я сама себе купила цветы. Да. Если ты меня любишь, ты захочешь для меня что-то сделать. Если ты не хочешь, это не потому, что ты не знаешь, что я это хочу, а потому что ты просто меня не Не любишь. любишь. Ты обо мне не думаешь. Да, потому что на самом деле она равняет по себе. Она думает о партнере, она думает, что для него сделать, она желает предугадать его желания, она это умеет, у нее это мастерски получается, но только она это делает манипулятивно. Мгм. Это не ее отдала, на, бери, это для тебя. Она это делает. Как знаешь, как это манок, это на, я для тебя на, я для тебя на, и потом она Ну, ждет. как инвестиция какая-то, чтобы потом Да, да, получить да, от него. чтобы потом смотри, она типа учись, как я делаю, видишь, как Да-да-да. я делаю, делай так же, Ага. не меньше, а желательно больше. Вот в чем незрелость Да. отношений, вот в чем незрелость ее заботы. Она задаривает вниманием, опекой, контролем, помощью Мгм. друзей, коллег, работодателей. Она все им впихивает, отдает Да. на максималках, а потом говорит: а мне зарплату никто не поднял, а я для них сделала то, то, Я то, вам всё, то. да. Да, я отдала все, что у меня есть. Я всегда говорю пограничной личности: ты пойми, что никто не понял, что это сделка. Всем казалось, что ты это даешь добровольно от себя, Безвозмездно. безвозмездно. Люди не поняли, что они за это, оказывается, тебе должны. Она начинает опекать, Да. например, свою подругу. Она для нее начинает очень много делать. Допустим, она мотается с ней к врачам, по Мгм. каким-то там магазинам, по каким-то там косметологам, организовывает ей все, что та сама себе Что не может помогает, организовать. Да. покупает, да. И потом ждет, что, во-первых, знаешь, что она ждет? Что подруга беспрекословно будет выполнять ее наставления. Что у подруги нету выбора «хочу делаю, хочу не делаю». Что она будет сажать цветы так, как ей сказала пограничная личность на своем участке. Она будет носить те пиджаки, которые ей пограничная личность сказала, тебе это идет, да? Она включается в эту материнскую, контролирующую, властную на самом деле фигуру, у которой нету возможности сказать «нет». Нельзя сказать пограничной личности: ты знаешь, мне это не нужно. Она, помнишь, мы на курсе говорили, она она очень болезненно, Да. слово «нет». Если тебе не нужна моя забота, я это воспринимаю не как то, что у тебя есть свобода выбора. Я-то сама не знакома со свободой выбора, а я воспринимаю, как ты меня не ценишь. Мгм. Как ты меня не ценишь, ты мной пренебрегаешь, ты меня не уважаешь, в конце Да. концов, да. И получается, что и у партнера, и у подруги, и там еще там в близком взаимодействии получается, что пограничная личность постоянно работает на опережение, что-то тебе предлагает, что-то тебе дает, тебе это не надо, да, а она думает, что тебе это надо, и за это у нее формируется обида. Если это близкие, романтические, семейные отношения, там формируется не просто обида, там формируется ненависть. Растерженная любовь, как мы говорили, Да. да, появится сейчас вот здесь ссылочка, увидите, ребята, про шизоида. Растерженная ненависть. Ой, растерженная любовь — это Любовь, ненависть, ненависть. да, то есть Мгм. это когда я начинаю ненавидеть тебя за то, что ты не принимаешь мою любовь, а на самом деле это не любовь. Это, как я говорю, это вербовка. Вообще-то это не любовь. И я всегда себя оттормаживаю и говорю: ты сейчас вот это для этого человека делаешь зачем? Вот даже я себя ловила, у меня вот с Аней, с нашим режиссером, у Мгм. меня строились отношения, когда я уже в такой, ну, это для меня важные отношения, да, этот человек много значит для меня, для продакшена, для моего бренда. И я чувствую, как я выстраиваю с ней отношения, как я хочу что-то ей дать, как-то о ней позаботиться. И я всегда себя оттормаживаю, говорю: ты это зачем делаешь? Не манипулятивная ли эта тема? И Мгм. такая говорю: похоже, манипулятивная. Я хочу показать, какая классная, какая хорошая, как я могу
могу в какой-то момент, может быть, что-то по психологии там, и потом, и вот я прям себя останавливаю и говорю, нет, не делай так. Почему я так говорю? Потому что я говорю, как только ты сделаешь эту манипуляцию, ты точно такую же получишь в ответ. Дружи с кем-то не потому, что ты без кого-то, тебе страшно. Люби кого-то, дружи с кем-то, потому что он тебе нравится, потому что ты хочешь с ним просто иметь вот эту бытийную какую-то связь. Не делай это никогда из страха. Хочешь кому-то что-то дать, просто отдай и забудь, что И не ты ожидай отдал. ничего. Никогда не жди. Если хочешь, да, я всегда девочкам говорю, говорит, я написала ему, что он мне нравится или что я его люблю, а он мне ничего не ответил. И я говорю, правильно, потому что ты не написала ему, что ты его любишь, а ты этим сообщением спросила его, ты меня любишь? Это говорю про это. Это так не работает. Хочешь кому-то сказать, я тебя люблю, представь, что ты собираешь бандерольку, туда кладешь любовь, отправляешь, и тебе не важно, придет ли бандеролька в ответ. В одну сторону. Только в одну сторону. Да? Это зрелая позиция, да? И ты к ней приходишь, осознавая вообще, что позиция манипуляции, страха, неуверенности в себе порождает встречную, точно такую же динамику. С тобой люди общаются по принципу манипулятивного, из страха, из-за дефицитов каких-то. Как только ты заканчиваешь с этими рельсами, люди начинают к тебе относиться абсолютно из другой позиции. Они тебе что-то дают просто потому, что тебе дают, а не потому, что они вербуют тебя. Это очень важно. А что происходит у пограничной личности на средней стадии отношений, да, то есть на той стадии отношений, которая следует после конфетно-букетным периодом? Она начинает собирать долги. То есть, грубо говоря, ей хочется собрать урожай. То есть она сначала удобряла почву, да, вкладывала в своего партнера, старалась, и теперь она ждет от него отдачи. Это первый момент, который начинает ее очень сильно фрустрировать, потому что в норме на здоровой динамике человек, во-первых, не готов столько вкладывать, столько отдавать. У него, в принципе, может быть, столько и нет. Да, то есть пограничная личность, она как бы не понимает, что вот эту бы всю энергию направить ей бы на самой себя и додать себе все то, что она готова дать миру, дать окружающим. У нее блокировка на то, чтобы давать себе, связанная с детством. И тогда она начинает вот ожидать это от партнера. И получается, что партнер как бы вот он так и не предугадывает, вот он так не настолько и проницателен, да, то есть какие-то иногда совершенно феноменальные вещи. То есть, оказывается, она очень давно хочет, чтобы он позвал ее в театр. А он все не зовет. А он все не зовет, и он даже вообще, даже в театр-то мы с тобой никогда и не ходили, да? Или, оказывается, ей не хватает, чтобы он чаще ее обнимал и говорил ей какие-то комплименты, а вроде бы как до этого она демонстрировала, что она не такая женщина, и что она, ну, там, этой фигней не страдает, да? Или там оказывается, что они еще не женаты, что она на самом деле очень сильно хочет замуж, а до этого в конфетно-букетный период она говорила о том, что это вообще все предрассудки, и мне, в принципе, то есть она очаровывала какими-то такими вещами, давала одни послания, а потом оказывается, что на самом деле она хочет совершенно другого. То есть ожидание вложений со стороны партнера. Да? Для женщин очень часто есть такая тема, что если ты на меня не тратишь свои финансы, какие-то ресурсы, со мной чем-то не делишься, то это точно доказательство того, что ты меня не любишь, ты ко мне несерьезно относишься, ты со мной ничего не планируешь. Она же скоростная, ей нужно все быстро, она хочет все прям сразу, да, партнер, может быть, просто еще не созрел, то есть как будто бы она не дает ему времени, да, она на тревоге, она на переживании, и поэтому она хочет все значительно быстрее, чем он к этому может гармонично сам подойти. Да, и вот, может быть, на примерах каких-то приведешь, как это будет проявляться, вот, ну, в бытовых каких-то, может быть, вопросах, когда она ждет, что он что-то сделает, да, а он не делает. Ну, То что это например, будет? они встречаются там 3-4 месяца, Да. и она считает, что им уже вот абсолютно точно пора бы вместе поехать отдыхать. И вместо того, чтобы дождаться, когда мужчина будет готов позвать ее на совместный отдых, то есть уже какое-то совместное проживание, пару недель где-то, да, она будет всячески занимать активную позицию и скажет, ты знаешь, я планирую отдохнуть, я очень давно хотела поехать там, например, на Мальдивы, мне
у меня есть знакомые, они могут Мгм. все это организовать, я знаю классный остров, моя подруга там уже была, если ты не против, давай поедем. То есть она будет брать на себя вот эту всю очень активную роль. Да, то есть Мгм. она будет уже, она сама выберет отель, она ему скинет ссылки, она ему, ну, то Да, есть, ты все да, будет уже. она даже может пойти на то, что она может даже занять такую позицию, что если у тебя нет денег, я заплачу. Она даже Мгм. так может поступить, потому что она очень сильно будет хотеть какого-то стремительного продолжения, да, выхода на другой уровень. То есть она как будто бы не может побыть в паузе. Она не знает, что такое бытие. Она не может флай делать, она не может быть в моменте. То есть на какой-то более вот такой вот, стабильный, что ли, Нет, она не может плата вообще. То невозможно. есть ей нужен только вот так, Вверх. да, то есть она вот так, потом вот так, потом вот так. То есть, да, она не может просто как-то стабилизироваться и Мгм. подождать, когда кто-то там, когда вселенная подстроится, ситуационные ряды развернутся, да. Она гонит волну. На газ давит. Давит, да, давит на газ, моя любимая тема, давить на газ. Она давит на газ, и она пытается всем управлять, все проконтролировать за всех, да, проконтролировать его чувства, проконтролировать его желания, проконтролировать его действия. Она человек дела, но часто очень сумбурные действия, не согласующиеся между собой. Да. Главное куда-то бежать. М. Да, постоять, подумать — это бездействие равно смерть. Да, взвесить, контейнироваться — это не про пограничную Главное личность. что-то срочно предпринять, что-то Быстро, сделать. срочно, масштабно, кардинально, радикально. Ну и получается, когда она встречается с тем, что партнер, ну, как бы такой, ну, офигевает от того, что Офигевает, да. она раздражение у нее появляется, злость, как Если дальше партнер начинает разворачивается. оттормаживаться Да. и, например, такой спокойный, который не нуждается в том, чтобы прыгать вместе с ней с места в карьер, Мгм. она начинает либо на него давить и продавливать его, Мгм. либо она может, в принципе, решить, что так, все, здесь дела не будет, здесь никогда ничего не произойдет, нужно просто с этим завязывать, здесь нет никакой перспективы. То есть пограничная личность — это личность радикальных То есть решений. у нее может возникнуть желание вообще разорвать тогда эти отношения. И вот как-то Да, так, да? да, До да, какого да. может дойти? Давай вот как раз поговорим об этом. Сейчас мы поговорим о том, Хорошо. как она часто рвет отношения и Мгм. какие причины для нее существенные, чтобы отношения разорвать. Малозначительные, сразу скажу. Но в ее сознании это супер мощная причина, да. Так вот, помимо того, что она бежит вперед, Да. тащит за собой партнера, не дает ему развиться самому в этих отношениях, у нее большие ожидания от партнера. Также случается следующая динамика. У нее бывают просто дни плохого настроения. Она просыпается и уже в таком настроении, уже в таком То есть это как будто состоянии. бы не было никаких предпосылок. На самом деле бессознательно это не спит. То есть какие-то чувства, видимо, там поднялись внутри, какое-то самоотношение, может быть, профанило, нечто, какая-то мысль всегда чему-то предшествовала. Но это не Мгм. значит, что это был диалог и коммуникация с Мгм. партнером. Мгм. То есть вот бывают моменты, когда она просто просыпается в плохом настроении. Вот Да. встала не с той ноги, да, и то же самое было у ее матери, когда она наблюдала это за своей матерью, которая просто просыпалась, и просто что бы ребенок ни сказал, что бы ребенок ни сделал, это все воспринималось через раздражение, через агрессию. И, ну, то есть в зависимости от степени нарушенности, Мгм. вплоть до швыряния каких-то там предметов мебели, криков, хлопанью дверь, оставьте все меня в покое, вы что? Там ребенок забегает, мама, ты проснулась, можно меня оставить в покое? Можно я побуду одна? Вот ты говоришь про плохие дни, да, и также до этого ты упоминала, что а, клиенту, да, в терапии, ну и пограничной личности нужно дойти до своего там дна некого. Да, дать ей Да, дойти до дна. Мгм. опуститься вниз. Как понять, как почувствовать партнеру, и возможно ли это вообще, где это дно? Да. Насколько, да, вот опускаться, и как вообще реагировать, как взаимодействовать с человеком в таких ситуациях. Ну, может, Если про выходить это. вообще на уровень дзена, если муж немножко превращается в терапевта, то в этот момент, когда она говорит, по какой причине она злится и что является этой причиной, Да. можно присоединиться к этому. Но это тонкий процесс. Мгм. То есть сказать, да, действительно, я понимаю, то, что ты говоришь, это серьезная причина. Да, хотя ты сам так не думаешь. Ты Мгм. действительно считаешь, что причина ерундовая, но надо понять, что в ее сознании, ее в системе координат, в ее психическом мире гипертрофирована
это выглядит иначе. Да. И в эту секунду попробовать ей сказать, ты из-за какой-то фигни бесишься, ты из-за какой-то фигни расстраиваешься, это означает повторить с ней ту же динамику, которая была в детстве. Мгм. Да? То есть если в этот момент сказать, да, действительно, да, как делала моя сестра София, да, как она делала, когда я ей звонила и Да. говорила, ты понимаешь, ты вообще понимаешь, что произошло? И она говорит, ну как так можно? Я говорю, ты понимаешь, вот как это неприятно? Ты понимаешь, Ага. что для меня это? Она говорит, конечно. Хотя она бы сама бы вообще бы на это не триггернулась, это бы По-другому не стало отреагировала, поводом да. для, да. То есть и она, или, например, я могла Василисе рассказать, пока нету Софии, ее близкой подруги. Василиса, София, София занята, не может подойти. Я говорю, ты понимаешь, и я чувствую, там нету, она не может меня, М. она не может меня присоединиться. это Она да. говорит, Катюшка, ну мне кажется, это какая-то ерунда. И я говорю, где София? То есть, да, то есть, ну что значит ерунда? То есть я еще сильнее начинаю, Это да? заводит еще больше. Да-да-да, это заводит, это означает, что всем все равно, ты просто не понимаешь, что я чувствую, да? Вот в этот момент, да, когда... Я, кстати, с мамой тоже говорю, мама, ты понимаешь? Она говорит, да, да, я понимаю. Мама правда понимает, потому что она в своем искаженном мире, Да. я в своем, наши миры соединились, и для нас это обалдеть, какой повод расстроиться и попсиховать, да? Мгм, мгм. Но в целом с возрастом, с психологией, да, конечно же, триггеров, которые могут меня расстроить, значительно меньше становится. Больше вот я сейчас вам рассказала, чтобы вы просто себе это представили, Да. да? Но их, конечно же, все меньше, меньше и меньше, больше состояния дзен и такого понимания, что происходит, почему происходит, что это не критично, что это не испортит твою жизнь, тебя, отношения, что все останется как прежде, есть некая стабильность. Мир мне уже эту стабильность не раз показал, да? Нету катастрофы. Пограничная личность на паттерне катастрофизации. Для Мгм. нее все катастрофа. Все сломалось, все исчезло, все перевернулось, мир не будет прежним, да? Да. То есть она мыслит вот в такой категории, потому что ее детский мир каждый раз не был прежним. Каждый раз были какие-то условия, с которыми ей приходилось по-новому начинать считаться и переучиваться, Да. справляться как-то. Никто не считался с тем, что хочет она. Никто не уважал ее потребности и желания, да, вот. Так вот, возвращаясь, что может делать партнер? Партнер может делать следующее. Во-первых, партнеру надо задать вопрос самому себе. Я вообще хочу с этим иметь дело? Потому что я стою не на позиции. Ребята, обслуживайте нездоровую психику пограничной личности. Я считаю, что первое, что должно произойти, это пограничная личность должна пойти в терапию. Об этом Мгм. дальше мы обязательно поговорим. Я считаю, что пограничная личность, если не осознает свою пограничность, не осознает свою вспыльчивость, ярость, неуравновешенность, аффективность, Да. то бесконечно подстраиваться под ее искажение – это очень травматично. Это деструктивные, токсичные отношения. Да, вот как раз сказали, это как постоянно быть на пороховой бочке, да, Не сидеть. знаешь, где рванет. Да, не Ты знаешь, идешь по когда. полю, По минному. по минному. Вчера ты тут ходил, не было никаких мин, а сегодня кто-то подложил. Да? Да. Сегодня вот так произошло. Поэтому здесь тоже нужно взвесить все за и против. Насколько вы готовы вписываться в эту историю как партнер. И пограничной личности, конечно, нужно осознавать, что это ее задача работать над собой, Да. над своим восприятием, над своим ощущением, что меня никто не любит, не уважает, и только все мной пользуются. Так вот, что-то ответила я, нет? Как понять? Как Смотри, понять, что что она опустилась, да. пограничная личность, когда проколбасится, когда эта аффективная вспышка в ней будет прожита, она просто меняется в настроении. Тебе не надо раскладывать таро, Переключение. да, чтобы понять, что она уже она сама выйдет на контакт, она будет более мягкая, более плавная. Упаси Господь в этот момент спросить, ну что, перебесилась? Это Будет точно не новая волна. работает. Да, это точно не работает. Все, что ты можешь сказать, это ты можешь просто мягенько сделать вид, что ничего не было, и просто продолжить ваши планы, вашу коммуникацию, да. То есть не надо фиксировать ее на том, что она сейчас... Почему? Ну, потому что у нее чувство вины. Мгм. Она, конечно же, на нем. Да, в отличие от психопатической личности, ей, конечно же, стыдновато за свое поведение, она себя сейчас будет сжирать, она, возможно, извинится, скажет, прости меня, пожалуйста, она в состоянии просить прощения, если все-таки более функциональная личность.
не менее. Если менее осознанно, то там будет другой. Вообще вариантов событий много. Я говорю в целом, в среднем, Да. да. Дальше что хочется сказать, что она, когда попросит прощения, в этот момент вы имеете право проговорить, что вам было неприятно. Не полностью принять все как есть, а сказать: ты знаешь, там, дорогая, тяжеловато в этот раз было. Постарайся быть помягче в следующий раз, когда вдруг опять что-то ты почувствуешь. Не вдруг, когда опять у тебя будут какие-то вот такие твои завихрения, да, а попробуй. Почему нельзя так говорить? Партнеру говорить так невыгодно, когда твои там завихрения, Да. да. Почему? Потому что, смотрите, в этот момент вы кидаете красную тряпку на быка, да, то есть она и так себя чувствует виноватой, и вы сейчас еще раз, лишний раз покажете ей про ее неадекватность, и Что с ней тогда, что-то не так, что да. с ней что-то не так, тогда, чтобы перекрыть это свое невыносимое чувство вины, она опять включит агрессию. Да. Она тогда объяснит тебе, почему ты такой урод, аннулирует свои извинения, да, и сделает так, что ты поймешь, что, ну, ты поймешь то, что она чувствовала в детстве. Ты поймешь, что ты все сделал не так, она тебе завалит доказательствами, да. И опять эта война, надо так сказать, пограничная личность, все, вот, она все, что идет в виде какой-то обратной связи в ее адрес, и ей кажется это не комплиментарным, это она принимает на грудь. То есть вот она воспринимает это как ракеты боевые, которые прилетают ей на грудь, да, и она, чтобы не почувствовать себя слабой и уязвимой, не в состоянии увернуться от этих ракет, не в состоянии сделать вот так. Она стоит твердо на своем, и эти ракеты, конечно, ее разрушают. Правильно, да. Но чувство несправедливости ее перекрывает, и тогда она что делает? Она достает ответ, ПВО да. и бьет еще большим зарядом. Да? То есть поэтому нужно понимать, а у нее энергии для того, чтобы нанести сокрушительный удар, значительно больше, чем, как правило, у других психотипов личности. Это очень важный момент, я сейчас скажу почему. Пограничная личность, ее чувства не совсем чувства, Да. это аффекты. Аффекты, они всегда более мощные, интенсивные, Заряженные такие. более заряженные, как плюсовые, так и минусовые. То есть они еще не прошли когнитивную обработку. То есть там просто есть такая волна, да, и там очень много энергии. Поэтому я говорю про пограничную личность, что это атомный реактор внутри. И что эта энергия может быть направлена как на деструктивное влияние, и тогда она сама в первую очередь что делает? Разрушается. Да. Но если ее обработать, пограничную личность, в правильном русле, и она может направиться на конструктивную энергию, тогда что мы видим? Тогда мы видим, например, человека в моем лице, это очень скромно, ну что делать, правда есть и правда, который заряжает других людей, который добивает других людей своей энергией, да, то есть мое слово проникает, да. После меня часто спикеры какие кажутся? Пресными, неяркими, какими-то непроявленными, да, а кого-то наоборот моя вот эта волновая, вот эта вот такая вот энергия, она наоборот может подавлять, да, ну как-то вот как будто бы слишком много вас катят, чрезмерная такая, да, тяжелая кому-то, да, но кто-то, кто стойкий, а кто не такой чувствительный, тот наоборот может заряжаться, брать от этого реактора, да, то есть рядом с этим реактором самому становишься более громким, более проявленным. Да. По поводу вот этой аффективной, мы знаем, что аффекты, но они, как правило, такие достаточно автоматизированные, Да, неосознанные, они все бах. Сложно ими управлять. Вот мне интересно, а на первой самой стадии, когда идет идеализация, как пограничная личность справляется с аффектами? Или там они из-за идеализации не срабатывают? Вот. Так ее идеализация, она аффективная. Она как раз такая ее захватила, ее колбасит. В этом и пребывает. Да, у нее такое состояние, что она как будто оторвалась от земли, как будто бы она не ходит по этой земле, а скользит над ней. Я даже за собой замечала, что если мне какой-то мужчина нравится, я чувствую, что ну все, полетела. Просто полетела, не получается заземлиться, да, то есть уносит куда-то, фантазирование какое-то. Я себе говорю, Господи, ты его даже не знаешь. Он вообще может быть никакой. И 100% он такой и будет, потому что ну, там уже были предпосылки, да. Но я чувствую, что нет, пока вот это вот
невозможно, психика работает, она тебе эти сказочные миры рисует, да, ты Показывает, да. да, и просто я в этот момент не принимаю никаких серьезных решений, да. Так вот, в чем проблема пограничной личности? Если интенсивность пограничности очень большая, Мгм. то ей свойственно бесконечно отвергать своего партнера. Это не просто отвержение, это разрыв отношений, это становление точки. Да, то есть она может обрушиться на него. Мы говорим сейчас о крайней Да. степени. Она может обрушиться на него какой-то яростью. Она может как поднять его к небесам, так и опустить в темное дно, да, раскритиковав. Как правило, у нее будут жесткие слова, резкие, острые, как бритва, да, то есть она так подсветит тебе твои недостатки, что ты потом устанешь приходить в себя от того, что она тебе наговорила, да. И даже ее извинения и доказательства, что это неправда, не всегда срабатывают, Мгм. насколько может быть острый язык. Так вот, она, уходя, она злится на партнера за то, что он настолько не соответствует тому, чему ей бы хотелось, чтобы он соответствовал. Ожиданиям, каким-то картинке внутренней Да, нарисованной. да, она соберет свои вещи, она съедет, она хлопнет дверью, она заблокирует, она разорвет все, что только можно разорвать. Ей необходимо остаться абсолютно одной, потому что ей кажется, что эта связь ее просто уничтожает. Мгм. Любые планы будут разрушены, все будет похерено. И тогда она вот освободится от этого. Все, у нее новые идеи, ей надо освободиться, ей надо это скинуть, ей надо это обнулиться, ей надо все начать сначала, заново, в другом месте, с новыми людьми. Им часто свойственны какие-то переезды, смена квартир. Вообще, то есть вот смена какая-то, да, то есть если сказать про карту, это какая-то, мне кажется, это карта смерть, высшие арканы, да, то есть это смерть, да, полная трансформация, да. Проходит какое-то время, она успокаивается, партнера нет рядом с ней, и она перестает на него раздражаться. Просто потому, Мгм. что его инаковость больше ее не триггерит, она просто не видит эту Да. инаковость. И психика так работает у большинства из нас, что мы начинаем помнить хорошее. И она начинает вспоминать этого партнера как хороший объект. И потихонечку она начинает о нем скучать, хочет снова с ним прокоммуницировать. А потом тумблер переключается, и она снова страстно желает этих отношений. Мгм. И она делает невозможное, чтобы вернуть того, кого она так тотально отвергла, потому что партнер, конечно же, сопротивляется. Вот то, что я сейчас, друзья, описываю, да, то, что я, друзья, сейчас описываю, я описываю при крайней степени пограничности. Если мы с вами говорим о человеке с пограничными чертами, с пограничной акцентуацией, то это не значит, что человек будет собирать вещи и уходить. Скорее всего, это будут просто... Вы будете оставаться в паре, но у вас будет то близость, то дистанция. то То ближе, то близость, то дальше. Мгм. дистанция, да. Если нарциссическая ближе дальше, это другая динамика, мы сейчас ее не будем путать, то тут я тебя люблю, я без тебя не могу. Блин, я в тебе так разочаровалась, ты так, ты не делаешь то, что я представляю, что ты должен делать. Я не могу быть с тем, кто так ко мне плохо относится, и я ухожу. Да? Мгм. То есть я не потеряла к тебе вот тотальный интерес. Ты просто, ты как бы... Я разочаровываюсь в том, как ты относишься ко мне, на что ты не способен, да? Что еще? У пограничной личности нет желания возвышаться над другим человеком. Она не регулирует свою самооценку за счет этого. Да? Она может самоумолением даже заниматься. У нее нет вот это подчеркнуть, что тут я самая красивая, тут я Мгм. самая умная, тут я... Нет. Она базово нуждается не в этом, не в построении своей самооценки. Она базово нуждается в любви, в опекуне и в принятии. Прими меня разный, прими меня так, как меня никто никогда не принимал. Но при этом, конечно же, она не соизмеряет, что у партнера нет таких ресурсов. Да. Вообще-то он не мама, и вообще-то ты не маленькая девочка. И получается постоянно, то есть, как ты говорила ранее в начале, что вот до этой стабильной какой-то размеренной жизни с партнером и не доходит. Она постоянно вот эти вот такие качели, постоянно эмоционально заряженные ближе-дальше, да, то слияние такое прям, то дальше. Так и есть, Ира. У нее не получается быть стабильной. Даже если меня поставить сейчас в отношения, скорее всего, просто моя амплитуда раньше была, допустим, вот так. Да. Я расставалась,
у меня были отношения, в которых я не знаю, если сказать, 300 раз рассталась и 300 раз его вернула обратно, это не наврать. Это не наврать. Он уже просто говорил, слушай, ты знаешь, я не знаю вообще, это надо отсюда уходить, не надо. Говорит, ну я просто не понимаю. Говорит, ну что у тебя там переключит через какое-то время? Я говорила, нет, конечно, надо уходить. Что значит не надо? Мы с тобой расстались, пошел вон отсюда. Ты все, да, то есть расставания грязные, некрасивые, критика в адрес партнера неадекватная, да, но как менялось, да, то есть это было, мне было 27, 28, 29, то есть 30 лет назад, Да. и вот, да, 30 лет назад. Сейчас, ну, я вне в отношениях очень много лет, поэтому я не знаю, как будет сейчас, но я чувствую по дружеским отношениям, что сейчас моя амплитуда, она есть. Я то ближе к человечку, то дальше. Но она, конечно же, я удерживаюсь в отношениях, и ты можешь это Да, подтвердить. да. Для меня одно из достижений, что я в рабочих отношениях не разрываю отношения. Я в целом даже могу сказать, что вот мы с тобой там чуть больше 2 лет знакомы. Вот даже за эти 2 года я вижу очень большую динамику в положительную сторону, в более такую устойчивость. Почти 3 эмоциональную. года. Почти 3 года, да. Поэтому Да-да-да, спокойнее. Ты чувствуешь мои перепады Да, меньше, да. реакции плавнее. Нету такой внутри какой-то вот это взрыв тебя не подбрасывает, да? То есть вот эта аффективность вот эта, она стала более когнитивной, более Ну, вот как контейнер. раз-таки, да, вот способность вот это удерживать, да, обдумывать, а только потом давать какую-то реакцию, обратную связь, она, конечно, нарабатывается. Она нарабатывается. Это важно понимать, да. Всем нашим друзьям важно понимать, кто нас смотрит и кто имеет с этим дело. Человек может меняться при условии того, что он это хочет, что он в этом нуждается, что он готов на это пойти. А в следующем выпуске, друзья, мы расскажем, как протекает терапия с пограничной личности, с чем сталкивается терапевт, с чем сталкивается клиент и по какой причине терапия может разрушиться.